В эфире программа «Акцент дня», в студии Алексей Кандауров. Здравствуйте. Ежедневно мы обсуждаем самые острые и резонансные темы. Сегодня говорим о том, зачем Киев пугает Белоруссию втягиванием в конфликт. С нами на связи политолог, один из лидеров движения «Русский Союз» Алексей Кочетков. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Украинский МИД требует от Беларуси отвести войска от своей же границы в Гомельской области. Если Минск это не сделает, то Киев будет считать их законной целью. К чему такое заявление? Во-первых, Киев демонстрирует свою уверенность в собственных силах, что он может себе позволить делать такие заявления. А во-вторых, я думаю, что Киев абсолютно уверен в том, что никаких резких шагов со стороны Белоруссии не последует, как уже было неоднократно. Но на всякий случай, тем не менее, считает, что необходимо обозначить позицию свою и своих хозяев. Дело в том, что сейчас на границе с Белоруссией с Украиной проходят плановые ежегодные учения вооруженных сил Беларуси. Такие же учения проходили и год назад, и 2 года назад, так что тут ничего такого необычного нет. Учитывая достаточно скромные возможности белорусских вооруженных сил, я думаю, в Киеве прекрасно отдают себе отчет в том, что никаких решительных действий со стороны Беларуси в принципе быть не может. Также об этом говорит и двусмысленная позиция президента Лукашенко, который, как вы знаете, скажем так, предпринимает шаги как в сторону России, так и в сторону Украины и европейского сообщества. Несколько дней назад Александр Григорьевич Лукашенко, президент Республики Беларусь, входящий в союзное государство с Россией, поздравил украинский народ с Днем независимости, чем несказанно, так сказать, удивил граждан Российской Федерации, ведущих борьбу за освобождение оккупированных нацистами земель Юга России. Украина сама сосредоточила в приграничье многотысячную группировку. Не готовит ли Киев провокацию в отношении Беларуси? Ну, знаете, различные источники, которые публикуют информацию в открытом доступе, и российские, и белорусские, и украинские, говорят как раз об обратном, что накануне наступления украинской военщины на Курскую область как раз Белоруссия отвела войска от границы. Это дало возможность Украине перебросить на Курское и Белгородское направление достаточно серьезные силы, оставив, по сути, такой чисто формальный заслон. Как сами же белорусские источники говорят, что там остались только инвалидные команды, то есть подразделения, состоящие из раненых бойцов ВСУ, проходящих реабилитацию, то есть уже как бы вернувшихся в строй, но еще не способных нести там какую-то серьезную, тяжелую нагрузку. И подразделения территориальной обороны. То есть говорить о том, что на границе с Белоруссией сконцентрированы какие-то серьезные силы, которые и белорусские вооруженные силы кого-то там сдерживают, не приходится совершенно. Плюс Польша неоднократно заявляла, что в случае вмешательства Белоруссии в конфликт поляки оставляют за собой, скажем так, право тоже на применение сил. В Минске эти угрозы воспринимают достаточно серьезно. Хотя, опять-таки, в России они кажутся обычным, так сказать, польским надуванием щек. Но в Минске делают вид, что принимают это за чистую монету и, соответственно, тоже стараются своих польских партнеров и соседей лишний раз не раздражать. Поэтому, собственно, я бы сейчас не строил планы о том, что вот наши братья-белорусы как жахнут, как дадут, как полетят клочки по закоулочкам, и все, вопрос с войной решится. Ничего этого не будет. Александр Григорьевич это неоднократно демонстрировал. Ему это не надо. Можно ли расценивать дипломатическое заявление Киева как подготовку к началу боевых действий против Минска? Не пытается ли Украина переложить ответственность за возможное столкновение на Белоруссию таким образом? Через дипломатию? Я думаю, что здесь в данном случае... во-первых, мы же понимаем, что это же не украинцы, эти планы разрабатывают, а люди, которые все-таки понимают, что такое война и что такое увеличение линии фронта еще на несколько сот километров. И самое главное, что такое вовлечение в конфликт страны, у которой, все равно есть армия, на территории которой размещено тактическое ядерное оружие, и у которой все-таки 8 с лишним миллионов человек населения.
Но связать руки Лукашенко вот такими угрозами вполне вероятно. Все эти заявления делаются из расчета на то, что Минск, услышав вот эти вот, так сказать, страшные угрозы от Киева, сделает для себя выводы и постарается максимально, как говорили в 1941 году, не поддаваться на провокации. То есть максимально дистанцироваться от этого конфликта. Я не знаю, может быть, поздравят еще 14 октября братский украинский народ с днем создания украинской повстанческой армии, например, почему бы и нет. Вот вы знаете, в Беларуси, вернее, на Украине действует воинское подразделение. Раньше это был батальон, сейчас говорят, что чуть ли не до бригады разросся, состоящий из белорусов, бежавших из Беларуси, из белорусских так называемых змагаров, националистов, русофобов, называется это там подразделение имени Костуся Калиновского. Вот они с 2,5 года убивают русских людей, участвуют в всевозможных карательных операциях и прочее, прочее, прочее. За ними тянется длинный шлейф преступлений. Только сейчас Комитет государственной безопасности Беларуси обратился в Генеральную прокуратуру с предложением признать их террористами и нехорошими людьми. Но это через 2,5 года войны. То есть тут я все-таки думаю, что Беларусь очень внимательно прислушивается, Минск, к заявлениям, исходящим из Киева, и будет стараться всячески не раздражать братский украинский народ какими-то необдуманными действиями в поддержку Российской Федерации. А Киев умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров? Я думаю, это краш-тесты. Это вот посмотреть реакцию. И как бы реакция всегда положительная и не заставляет себя ждать. Там можно, конечно, сказать несколько гадостей, например, в адрес Зеленского, но это такие традиционные обмен любезностями, не более того. Украинцы говорят гадости, там Униан пишет всякую мерзость там про руководство Белоруссии. Белорусские пропагандисты там то же самое отвечают взаимностью. Но не более того, никаких таких вот серьезных, так сказать, шагов по отношению друг к другу не происходит. Но, во всяком случае, со стороны Беларуси. Беларусь ведет себя суперкорректно. Это Украина может засылать там какие-то дроны, может пытаться протаскивать через леса там и болота диверсантов и вооружения для свержения режима Лукашенко, как они называют действующую власть в Беларуси. Но украинцы могут себе позволять всевозможные шалости, чувствуя себя в абсолютной безопасности. Я, честно говоря, действительно не верю в то, что там Украина может напасть на Беларусь. Не позволят командованию НАТО этого сделать по причине глупости, так сказать, и ненужности этого действия. А может быть, Зеленскому выгодно втянуть Белоруссию в конфликт? Для чего? Еще один фронт открыть? Еще один фронт. Это для того, чтобы... Открыть дорогу для НАТО. В сторону Смоленска, например. Или для российских войск на Киев, например. Да? Ведь мы знаем прекрасно из истории всех войн, происходивших на этой территории, за всю историю, так сказать, вот, детально задокументировано, что освобождение Киева, Запорожья, Николаева, Херсона и Одессы, оно всегда идет через север. Вот если сейчас Зеленский захочет самоубиться, да, он откроет, наверное, фронт, он заставит белорусов исполнить свой братский союзнический долг, и тогда с территории Белоруссии, так чисто гипотетически себе, если представить, российские войска могут нанести действительно по-настоящему смертельный удар в самое сердце бандеровской хунты. И, наконец, освободить Малороссию и юг России от этой плесени. Но этого, к сожалению, не произойдет. Александр Григорьевич признал, что ему поступали предложения отвернуться от России, открыть границу и завести войска НАТО под Смоленск. Это его слова. Сможет ли он плюнуть на Россию, по-вашему? Если у него совершенно окончательно пропадет инстинкт самосохранения, то, безусловно, он, конечно, это сделать сможет. С одной стороны, какие-то люди предлагают Лукашенко продать Россию за 30 серебряников и провести войска к Смоленску, а другие люди напоминают ему о том, что были уже желающие, так сказать, договориться за спиной судьбу Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна. Договариваться с чертом, с сатаной можно сколько угодно. В любом случае, в прикупе у вас останутся одни черепки. Я думаю, что Александр Григорьевич при всей своей многовекторности понимает, что кроме как России, он больше никому не нужен. Открыть ворота, пропустить врага, может быть, наверное, да. Хотя, смотря кого, опять-таки, поляков, тут купятся ли поляки на эту авантюру, так сказать. Это еще вопрос такой открытый, еще, так сказать, время покажет.
Украинцев вряд ли они захотят пускать, видя, что творят украинцы на тех территориях, куда они заходят. И вряд ли они хотят того же для Гомельской области, например, или для Витебской, что получила Курская область. А будет все то же самое. Но пошантажировать Россию, вы видите, какой я хороший, я бы давно вас продал. Но я же ведь этого не делаю, понимаете? Я же ведь не пошел на это, хотя мне предлагали, мне хорошую цену давали. А вы мне тут, так сказать, цены на газ, так сказать, не хотите до нуля опустить. Ну и что же это за безобразие? Какие же вы мне после этого братья? Александр Григорьевич занимается шантажом России уже не одно десятилетие и зарабатывает на этом, в общем, неплохие деньги. И если бы в 2020 году его не поддержала Российская Федерация самым решительным образом, еще неизвестно, где бы он сейчас находился. И был бы он вообще. Поэтому к нему очень сложные отношения. Но вот я говорю, что вот это отвод войск от границы, поздравления с Днем независимости Украины, зная прекрасно отношения в России сейчас и населения, и правительства, и руководства, и всех, и оставшихся еще верными элит к этой, так сказать, бывшей территории Советского Союза или там Российской империи, и к этой независимости, к чему она привела. Но тем не менее. Так что союзничек у нас тут еще сложный человек. Но это мое личное персональное мнение, и я не являюсь государственным служащим, и живу в свободной стране, могу говорить все, что захочу. Лидер Белоруссии только накануне встретился с представителем Папы Римского. Стороны были едины во мнении, что необходимо подготовить новый мирный договор для Европы. А хочет ли Европа мира? Ну вот представляете, если в 1942 году какой-нибудь руководитель партизанского движения Пономаренко встретился бы с представителем Папы Римского и предложил подготовить новый мирный договор для Европы. Сколько бы он прожил бы в этот момент? То есть через сколько секунд за ним бы пришли из организации под названием СМЕРШ. Мы ведем войну цивилизационную. Это, по-моему, все понимают. Хотя Александр Григорьевич говорит, что он до сих пор не понимает, что такое русский мир. Мы понимаем, что такое русский мир. И мы воюем за его существование физическое. И сейчас в этих условиях мирный договор — это означает капитуляцию России перед лицом поднимающего в Европе голову нацизма. Договор с нацистами для русских означает геноцид, неизбежный. Как это происходит, можно посмотреть на примере Судженского района Курской области. Или на примере Донбасса, или на примере Херсонской области. Да чего угодно, на примере любых русских территорий, куда приходят оккупанты под нацистскими флагами. О чем сейчас можно говорить? О каком мирном договоре для Европы? При том накале русофобии, когда русских практически расчеловечили, когда права никакое не существует по людям, по русским, к русским по этническому признаку, когда просто за то, что вы русские, вас могут лишить собственности, могут лишить свободы, могут сделать с вами все, что угодно. В любой стране Европы, вот Дуров, пожалуйста, характерный пример. Ведь понятно, почему все это происходит. Потому что, вот эти искусственные образования, созданные большевиками 100 лет назад лишним, они не жизнеспособны. Мы видим это на примере Украины. Но зачем это все продлять? Это нужно только тем, кто находится в этих государствах у власти. Народу это не нужно, русскому народу разделенному. Это абсолютно не нужно. Поэтому и возникает идея любой ценой. А украинская независимость, она святая, понимаете? А плевать, что там бандеровцы, а плевать, что по-другому не может. А плевать, что любая Украина — это антироссия. Плевать, что это всегда будет плацдарм борьбы с нами. Главное — досидеть свой биологически отпущенный там Господом Богом срок у власти, а дальше пусть трава не растет. Разбирайтесь сами, меня это уже не будет касаться. Мне кажется, здесь работает вот такая логика. Спасибо, Алексей Владимирович. С нами на связи был политолог, один из лидеров движения «Русский Союз» Алексей Кочетков. Это была программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». До свидания.